Привет, ARMY. Добро пожаловать обратно на канал Daily Pop Music. В тот момент, когда Тэхён сказал «это мой последний прямой эфир в этом году», вся атмосфера изменилась. Его тон был спокойным, но слова звучали тяжело, почти как тихое прощание. Камеры продолжали снимать. Фанаты внимательно наблюдали, и тут все обратили внимание на Чингука. Он мало что сказал, но его реакция говорила громче всего, что он мог бы сказать. Была ли это грусть? Скрывал ли он что-то? Оставайтесь до конца, потому что то, что произошло дальше, заставило фанатов плакать. Тишина не воцарилась. Она рухнула после того, как слова Тэхёна эхом разнеслись по залу. Казалось, комната сжалась. Свет был прежним. Ракурс камеры не менялся. Но что-то в воздухе стало тяжелее, словно кислород замер. Он мягко улыбнулся, такой улыбкой, которая делает вид, что все хорошо, и одновременно говорит правду. И Чингук это почувствовал. Он не перебил. Он не стал шутить, чтобы разрядить обстановку, как обычно. Его взгляд слегка скользнул, затем опустился, словно он искал на полу то, чего там не было. Он вдохнул, задержал дыхание на секунду дольше, чем нужно, и кивнул в никуда. Любой наблюдатель мог бы сделать вид, что это ничего не значит, но никто из наблюдателей не поверил, что это ничего не значит. Тэхён продолжал говорить, как будто ничего не произошло. Его голос был спокойным, слишком спокойным. Он тщательно подбирал слова, словно каждое из них могло ранить, если его произнести неправильно. «Это мой последний прямой эфир в этом году», — повторил он, на этот раз тише, почти про себя. Это звучало не как обновление расписания. Это звучало как кто-то очень медленно закрывающий дверь, чтобы звук окончательного защелкивания не был замечен. Чингук моргнул, не быстро, а медленно. Его челюсть на полсекунды сжалась. Он посмотрел на Тэхёна, затем снова отвел взгляд и выдавил из себя легкую улыбку, которая не дошла до глаз. Фанаты почувствовали это мгновенно, несоответствие между выражением лица и чувствами, сложная буря, которую он не произнес вслух. Он поерзал на стуле. Он хотел заговорить, это было видно всем. В горле застряла фраза, а затем она там замерла. Вместо этого он тихо рассмеялся над чем-то, что на самом деле не было смешным. Это был такой смех, который говорит, если я сейчас не рассмеяюсь, что-то другое вырвется наружу. Комментарии взорвались, но ни один из них больше не читал. Тэхён опустил взгляд на руки. Они все еще, почти слишком неподвижно, лежали вместе, словно он держал что-то невидимое, чтобы оно не ускользнуло. Он не плакал. Ему не нужно было плакать. Тяжесть в его выражении лица была хуже слез. Это было принятие. Последовала пауза. Долгая. Чингук наконец заговорил, но не о словах, которые имели значение. Он сказал что-то маленькое, обычное, что-то безопасное, такую фразу, которую люди произносят, когда настоящую, скрытую в груди, никогда не следует произносить перед миллионами. Его голос был ровным. Глаза – нет. Он снова взглянул на Тэхёна. На этот раз он не отвел взгляд. На мгновение ни один из них не произнес ни слова. Камера запечатлела все и ничего не объяснила. Было ощущение, будто стоишь на краю разговора, который молча продолжался под поверхностью, где таились настоящие смыслы, невысказанные, неоспоримые. Прощание. Обещание. Что-то, что они оба понимали, и никто другой не должен был услышать. Никто не знал, но каждый зритель чувствовал один и тот же холодок, инстинктивное знание того, что что-то закончилось или вот-вот закончится, и никто не хотел это называть. Голос Тэхёна снова смягчился, словно он закрыл последнюю страницу книги, которую не готов дочитать. Чингук тяжело сглотнул. Он снова улыбнулся, слишком поздно, слишком осторожно, слишком отрепетированно. Трансляция продолжалась, как и всегда. Шутки. Светская беседа. Простые слова на поверхности. Но ничего не вернулось в норму. Момент уже произошел.
Атмосфера так и не восстановилась. И когда экран наконец погас, последующая тишина была громче всего, что они говорили во время трансляции. Что-то было сказано. Что-то еще осталось невысказанным. И именно об этом невысказанном никто не мог перестать думать. Кнопка повтора стала оружием. Видеоролики распространились повсюду за считанные часы. Но ни один монтаж не смог передать то, что чувствовали в тот момент, ту долю секунды, когда Тэхён перестал улыбаться, а Чингук забыл, как это делать. Субтитры не были нужны. Никто больше не доверял словам. Все смотрели на паузы между ними. Следующий день ничего не исправил. Не было ни официального заявления, ни объяснения, ни простого «не стоит слишком много об этом думать». Вместо этого была тишина, не отсутствие, а присутствие. Как будто сама тишина была преднамеренной. Казалось, что они оба сказали слишком много, ничего не сказав. Люди продолжали задавать один и тот же вопрос: почему Чингук так отреагировал? Правда была проста и тревожна, потому что он не притворялся. У него снова появился этот взгляд, тот самый, который появляется, когда он слишком внимательно прислушивается, когда весь остальной мир превращается в фоновый шум. Слова Тэхёна застряли в его душе, словно эхо, запертое в комнате без дверей. Последний концерт в этом году. Он проигрывался снова и снова, без изменений, невозможно. Почему это длится? Почему говорить об этом именно так? Почему выглядеть так, будто это так важно? На другом конце города Тэхён тоже не спал. Он тщательно подбирал слова, и они все еще эхом отдавались в его голове. Он знал, как они звучат. Он знал, как Чингук слушает. Он также знал то единственное, что он не сказал, то, что давило ему на ребра каждый раз, когда он дышал. Он закрыл глаза на мгновение. Он почти пожалел, что не может все вернуть назад. Не само решение, спокойствие. Потому что спокойствие делало это реальным. Где-то между ними существовал разговор, которого еще не было. Оба кружили вокруг него. Дни переходили в ночи. Сообщения писались, но не отправлялись. Звонки начинались, но не совершались. Это произойдет рано или поздно. Они оба знали это. Но еще нет. Не тогда, когда миллионы глаз еще покадрово прокручивали последние мгновения. Мир хотел ответов. Он хотел чего-то еще, паузы, достаточно долгой, чтобы чувствовать, не притворяясь. Пространство, где слова не должны быть осторожными, безопасными или неправильно понятыми кем-либо, кроме того, кому они предназначались. До тех пор ничего не было прояснено. Ничего не было опровергнуто. И одно единственное предложение из прямой трансляции продолжало распадаться на тысячи вариантов. Последний прямой эфир, последний шанс, последнее прощание, последний на время. Только два человека знали, какой из них был на самом деле. И ни один из них не произнес это вслух.